14 мая 2020. Строгий карантин в Милане сняли 10 дней назад. С тех пор, тем не менее, я почти не выходила, так как у меня особо не было повода, да и хотелось прощупать немного почву. Но вот мне доставили мой новый велосипед, и мы отправились на нем в центр сделать парочку дел и просто наконец погулять. Привычные и такие родные места, которые раньше были полны местных и туристов, оказались такими пустынными, что можно было свободно кататься там на велосипеде, не проталкиваясь сквозь толпу. Редкие люди в масках и множество таких же, как мы, которые предпочли общественному транспорту велосипеды. Трамваи и метро почти опустели из-за социального дистанцирования. Конечно же, Милан все еще на карантине, но в так называемой второй фазе, когда людям разрешили выходить на прогулки, но все еще со множеством ограничений. Мне сложно описать, что я чувствовала на этот счет. Хорошо иметь свободу просто прогуляться по своему городу, иметь возможность сделать фото в любом туристическом месте, будучи там почти в одиночку и в разгар дня. Как здорово просто снова открыть для себя этот опустевший город и как он неописуемо красив. Но с другой стороны, вся эта красота наполняется смыслом только когда есть люди, которые ей восхищаются, которые проживают этот момент в этом месте, наслаждаются аперитиво на террасе галереи, устраивают пикники в парке, делают фотосессии на фоне переполненной пьяцца Дуомо, толпятся в очереди в Луине за знаменитыми Панцеротти. Без всего этого город ощущается настолько сюрреалистично, как будто попадаешь в какой-то странный сон. К счастью, все же, двигаясь вдоль пустынных витрин, мы обнаружили, что за многими из них люди прибираются и, похоже, готовят магазины к открытию. Мы даже смогли поесть джелато, по которому я так сильно скучала эти несколько месяцев. За это время я поняла, что больше всего нам не хватало именно таких бытовых радостей, которые наполняют жизнь чем-то привычно уютным и говорят нам, что все в порядке или что так или иначе все придет в норму. А пока мир меняется, мы стараемся наполнять нашу жизнь этими простыми и радостными моментами. Такими, как встреча с подругой, которая провела несколько месяцев карантина, будучи в полном одиночестве. Я не могу даже представить, каково это, но я знаю, что эта короткая встреча в парке много значила для нас обеих. Еще мне посчастливилось поучаствовать в волонтерском проекте, где мы с классной командой занимались разработкой концепта помощи малым бизнесам в Италии в мире после COVID. И теперь этот проект плавно перерос в мою стажировку. И тем временем мой друг и сосед по квартире защитил диплом и выпустился из магистратуры онлайн. И мы торжественно отпраздновали это на нашем балконе в пижамах. За эти месяцы карантина я, как и многие люди, прошла через много эмоциональных состояний. Лень, отчаяние, страх, нежелание ничего делать и апатия. Но все же я благодарна за все те счастливые моменты, да и в целом за все моменты, которые мне принес этот период. И главное, когда видишь, как все вокруг оживает, то наконец и правда чувствуешь, что все так или иначе скоро вернется на свои места.